Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами сегодня опять в эфире я, меня зовут Павел, магазин «Мир моделей». И сегодняшняя наша передача посвящена опять же сверлильному инструменту, но только в так называемой электрифицированной версии. То есть сегодня мы рассмотрим электромеханическое устройство для сверления. Их существует большое множество, но мы будем осматривать именно те, которые находятся в данный момент в сети наших магазинов. Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию вот такое вот сверлильное электрическое приспособление фирмы Jazz. Положенный номер, я его вот сейчас вам здесь продемонстрирую. Значит, очень маленькая компактная сверлилка. Вот так вот она вот выглядит. Здесь опять же известный нам уже цанговый зажим. Вот, регулятор оборотов. И кнопка для зажимания вала, чтобы возможно было открыть цанговый зажим и закрыть, зажав в нем надежно сверло. Значит, адаптер здесь на 18 вольт. Он подсоединяется вот сюда. Соединяем его в сеть. Вот таким вот образом она. Это регулировка оборотов. Частота вращения от 5000 оборотов до 14000 оборотов. Вот. Сюда же входит также комплект запасная цанга на более большой размер сверла. Также заходит сверлильные приспособления, так называемые караундные диски для очистки полировочных элементов. Следующее, что я хотел вам показать, это тоже продукция фирмы Jazz. Но, так сказать, вот такой вот большой объем. Вот. Так, это вот гораздо мощное приспособление с очень большой номенклатурой дополнительных элементов. Открывается она вот таким вот образом. То есть здесь мы видим непосредственно саму электрическую машинку, которая имеет довольно-таки внушительные размеры по сравнению с предыдущим изделием. Это устройство является уже без адаптера, оно является сетевым, то есть непосредственно напрямую включается в сеть. Ну, вот таким вот образом. Вот. Вот. Здесь мы имеем увеличение числа оборотов, происходит вот таким вот образом. Также имеем здесь механизм для фиксации вала, для последующего затяжения сверла, допустим, или вот каким-нибудь из этих приспособлений. Здесь существует также обязательный ключ. То, что хочу обратить на ваше внимание, дорогие коллеги, что поскольку частота вращения здесь очень большая, от 10 тысяч до 32 тысяч оборотов, большая просьба все-таки соблюдать технику безопасности и проверять, насколько прочно и крепко вы затянули, допустим, режущий инструмент непосредственно в цанге. Потому что частота оборотов большая. Если вы будете использовать, допустим, вот такие вот диски, то может быть случай при их разбалтывании и вылетании из зажимного устройства. Поэтому большая просьба аккуратно и, главное, последовательно действовать и беречь свое здоровье. Да, одна из дополнительных функций данного сверлильного приспособления является гибкий вал. Вот, имеется вот такой вот он. Значит, путем небольших манипуляций, демонтажа вот этой вот плашки, сюда привинчивается гибкий вал. Сама, допустим, имеет вот такую вот петельку, которую можно его спокойно повесить на какой-нибудь, ну, обычно есть такие вот фирменные штанги, но в данном случае можно на какой-нибудь повесить ее болтик. Ну, вот. И после этого сверлильное приспособление непосредственно оказывается у вас в руках. Конечно, ею намного удобнее куда-нибудь подлезть. Конечно, это в основном инструмент гравера. Вот. Она вот включается таким образом и через гибкий вал передает вращательный элемент вот сюда. Вот. Также можно
увеличить число. Данное устройство имеет подшипник осевой здесь. Здесь подшипника нету, поэтому, скорее всего, и при длительной работе вот это вот все устройство очень сильно нагревается. Поэтому будьте аккуратны. Ну и еще раз прошу вас соблюдать технику безопасности при затяжке инструмента. Значит, здесь на гибком валу опять же есть цанговый зажим. Есть, в отличие от того, что здесь мы имеем шайбу, специальную кнопку для фиксации вала, здесь фиксация вала происходит какой-нибудь тоненькой отверточкой. И потом, естественно, вал фиксируется, когда можно зажать сверло. Итак, уважаемые друзья, следующим мы будем рассматривать сверлильные приспособления, электрические дрели, устройства фирмы Proxim. Очень хороший инструмент. Сначала я вас познакомлю вот с таким вот устройством. Дрель также функционально она состоит из тех же элементов. Есть регулятор оборотов, механизм для фиксации вала, цанговый зажим. Значит, единственное, что хочу вас предупредить, что они, как правило, продаются в блистерах прозрачных. Если вы видите вот такую вот вилку, значит, будьте готовы к тому, что к этому устройству, если оно продается отдельно, обязательно нужен сетевой адаптер на 12 вольт, опять же фирмы Proxim. Вот, его я вам сейчас покажу. Вот он непосредственно. Штепсельная вилка вставляется, она имеет 3 контакта. Вставляется она вот таким вот образом. После чего непосредственно шнур вставляется в цепь. Вот видите, нарушил технику безопасности и не выключил прибор, что является очень нехорошим происшествием. Здесь вот у нас идет регулятор оборотов. Также можно регулировать еще и здесь. И регулировать непосредственно на самой машине. Частота вращения от 1000 до 15 тысяч оборотов в минуту. Также можно, в принципе, за счет этого добавить и до 25 тысяч оборотов в минуту. Но если вы, уважаемые коллеги, используете данное приспособление для просверливания отверстий или, допустим, работы с пластиковым деревом, то вам нужно поставить наиболее мелкие обороты, этого вполне хватит. Усилие здесь передается очень мощно, машина вращает. Вот. Кроме того, хотел бы обратить ваше внимание на то, что все инструменты Proxim, сверлильные, вот эти, имеют специальную металлическую шайбу, которая позволяет номенклатуре механизмов и инструментов фирмы Proxim зажимать его в различные устройства, в тиски, сверлильные устройства и так далее, которые я покажу вам далее. Вам представить вот такое вот приспособление. Вот, опять же, фирма Proxim. Каталожный номер находится вот здесь. То есть вот то самое универсальное устройство, куда спокойно можно подсоединить. И, чтобы было вам удобно, видно, его можно вот таким вот образом затянуть. После этого вы можете спокойно включить данное устройство, зажать сюда, допустим, сверло и производить сверление. Здесь есть шкала приборов, по которой вы можете на определенную нужную вам глубину произвести сверление в нужном вам материале. Кроме того, что есть возможность, опять же, здесь еще использовать вот такие вот приспособленные для этой же станины вот такие вот тиски, которые у нас идут под номером вот так вот. Тиски позволяют зажать нужную вам деталь, которую вы можете спокойно вот здесь вот на нужном расстоянии вам зафиксировать.
вот таким вот образом. Кроме того, имеющие здесь отверстия на данной станине позволяют зафиксировать и другие устройства. То есть здесь можно производить также фрезерование. Это все позволяет именно вот универсализация данной фирмы. Еще хотел бы рассмотреть одно очень интересное устройство. Гибкий вал, только производство фирмы Proxxon. Вот. Его преимущество в том, что он имеет два осевых подшипника и здесь, и здесь. И при длительной работе он не нагревается. Пожалуйста. Вот. Ну, мы сейчас с помощью известного нам осматриваемого трехкулачкового патрона. Это, я думаю, что изделие вам знакомо. Мы его осматривали в прошлой передаче. Мы его сейчас вот сюда закрутим. Опять же, тоже здесь находится металлическая петелька, которую мы можем подвесить данное устройство на специальную станину. Естественно, сверление у нас происходит вот таким вот образом. Тоже удобно куда-либо подобраться, очень удобно. В принципе, главное то, что преимущество на этой станине устройства в том, что нету необходимости загромождать стол. То есть у вас как бы рабочие поверхности, они у вас получаются свободные. То есть, конечно, гибкий вал очень удобная вещь. Опять же, обращаю ваше внимание, что здесь находится известный вам патрон. Здесь он находится штатно. Продается вместе прямо с этим гибким валом. Имеется отверстие. Сюда мы вставляем тоненькую отвертку или металлический штырь для того, чтобы очень плотно зафиксировать вал. Вот. Ну, часто бывает такая ситуация, когда очень тяжело одновременно держать нужную деталь и при этом прицеливаться именно куда-то вы хотите подвести именно непосредственно сверлящий инструмент. Есть вот такое устройство, это непосредственно педалька, то есть вы нажимаете это устройство вот сюда, а непосредственно нажимаете вот сюда. То есть нажатие на эту педаль, которая находится у вас под столом, то есть вы, получается, все были в зубоврачебных кабинетах прекрасно помнят. Вот теперь у вас спуск находится внизу, и вам просто будет намного удобнее работать. Кроме данных устройств, которые я сегодня вам уже показывал, которые запитываются фирмой Proxxon от адаптера, у них также есть такие вот машинки, которые продаются в так называемых чемоданчиках. Они уже используются без непосредственно адаптера, который я уже вам показывал. Она уже имеет непосредственно сетевое питание. Вот такая машина. Она, конечно, немножко больше по размерам по сравнению с адаптером. Имеет также регулировку, включение-выключение, зажим вала и тот самый кулачковый патрон, который мы рассматривали, он уже здесь идет в штатном виде. Тоже от 1000 до 20 тысяч оборотов она дает. Ну и также она имеет вот эту вот петельку. Сюда также возможно за счет металлической стальной пластины, вот этой головки, можно спокойно зажимать их в сверлильные приспособления различного вида. Также сюда спокойно можно присоединить гибкий вал, который я немножко вам рассказывал чуть ранее. Инструменты очень удобные, позволяют быстрее и качественнее решить ваши модельные проблемы, которые вас посетили в данный момент. Вот на этом я хотел завершить свое сегодняшнее выступление, наш видеообзор. Вот, пожалуйста, еще раз я хотел бы вам напомнить, что мы сегодня осмотрели инструмент сверлящий, электроинструмент от фирмы Jazz. Вот. А также более подробно остановились на инструменте фирмы Proxxon.
Сразу скажу, что, конечно, Proximist инструмент является более дорогим по сравнению с фирмой Jazz, но это инструмент, которым вы будете пользоваться довольно-таки длительное время. Кроме того, он очень точный, выдерживает большое количество времени. Я сам пользуюсь данным инструментом уже 10 лет и, в принципе, постепенно добавлял какие-то дополнительные опции, которые позволяют мне теперь заниматься сверлением, фрезеровкой и так далее. Я надеюсь, что мое сегодняшнее занятие позволит вам быстрее сориентироваться и выбрать наиболее нужный и подходящий инструмент, который поможет вам в ваших модельных занятиях. Всего вам наилучшего. До новых встреч.